Доброе утро. Кто бы мог подумать, что в отпуске я буду вставать в 5:30. Для чего? Наверное, для того, чтобы поехать на Гейзеровое озеро и увидеть его в девственном одиночестве, когда никого нет. Хотя не знаю, успеем ли мы. Но с погодой и в очередной раз могу сказать, что нам очень везет. На улице сейчас градуса 4. Для лета прохладно, а для весны прямо жара. Утро красивое, ни одного облака. Ночь была холодная и звездная. Но мы все проспали. А сейчас путь наш лежит к Гейзеровому озеру. Популярному месту, где собираются все туристы. Короче, попса. Это утро стоило того, чтобы встать так рано. Виды открываются поистине гималайские. От Акташа до озера всего 6 километров. Долетели за пару минут. На улице тихо, спокойно и ни души. А уже 100 рублей. В прошлом году было полтинник еще вроде. А вот приближается группа фотографов. Которые встали теперь бодры и веселы. И сейчас порадуют нас супер классными фотографиями. Да, самыми первыми мы уже не будем. Впереди нас уже идет группа. А тебя нас знать? Вообще видно, как... Мостки сделали прямо надежные. Раньше были мосточки такие, идешь, хлюпает, все красиво. Место облагораживают прямо интенсивно. Видимо, турпоток нынче обещает быть очень активным, поэтому сделали кондовые мощные мостки. Если у вас проблема с деньгами, можно тут немножко пополнить запасы, наложили уже добре. С 2003 года регулярно ездим на Горный Алтай, но только с открытием этого направления для массового туризма года 3 назад узнали, что эта небольшая лужа среди акташских болот является жемчужиной Алтая. А как вам? Напишите в комментариях. Фотографы, конечно же, не теряли времени даром. Больше фотографий вы можете посмотреть в их профилях в описании к этому видео. На акташский ретранслятор по совету сдавшего нам на ночь домик Сергея соваться не стали. То же самое и про альплагерь Актру. Хотя через пару дней информация по Актру была опровергнута. Но планы мы уже подкорректировали, исключив его из весенней поездки и сильно не переживая по этому поводу. Ведь мы уже были в этих местах. А вы, если еще не были, акташский ретранслятор обязательно включайте в свой маршрут. Виды оттуда поистине потрясающие. Спустил колесики до 1.6, сейчас пойдет много грунтовки, крейгера, поэтому, чтобы ехать комфортней,
Лучше приспуститься. Озеро Чебикёль, которое еще называют мертвым, все еще во льду. Раньше в нем действительно не было рыбы, потому что она не могла подняться вверх по порогам Чебитки. Но уже давно его взяли в аренду рыбхозяйства, и летом тут можно отлично порыбачить. Каждый раз, когда я приезжаю на Алтай, я не устаю им восхищаться. Эти красоты можно смотреть бесконечно. И каждый раз все по-новому. По верхам расставлены машины тех, кто не доехал до Луганского перевала. Вот так вот, надо смотреть на дорогу. Съехали в обочину немножечко. Озеро Киделю под снегом смотрится очень необычно. Как всегда, сколько мы не были на Алтае, всегда это был летний сезон. Летом эта кафешка работает. В ней достаточно колоритные национальные блюда продаются. Да, и сама она выглядит очень колоритно и снаружи, и снутри, с земляным полом. Летом здесь можно остановиться и покушать на улице с видом на озеро Киделю. Озеро Киделю высокогорное, вода в нем ледяная даже летом. Сейчас Марина у нас будет открывать купальный сезон. Марина, ну и как ты это будешь делать? Расскажи нам. Никак. Но при всем желании купальный сезон мы не откроем сейчас, потому что сами видите, что пока рановато. Подъезжаем к Улагану. Уже 10 утра, как раз время позавтракать. Дети все проснулись, взбодрились от веселой езды. Улаган. Да, еще один момент. Лучше заправляйтесь по полной в Акташе, а здесь доливайте бак до верха. Потому что разница в цене на бензин как минимум 2 рубля. Если не 3. Не хотел больше касаться гастротуров и прочего питательного момента, но перед выездом из Улагана заехали в кафешку Виктория. Сразу после Марии Ра. Маленькая, невзрачненькая. Наверняка ее все проезжают мимо. Но получилось хоть и все по-простому, но очень вкусно и недорого. За обед на троих мы отдали 642 рубля. Так, продолжай. Проезжаем Балтую. Погода хорошая, на небе не облачко. Я в носках, как видите. Они уже довольно грязные. Колеса поспустили, чтобы не трясло. Такие дела. Ну, давай, вытяни. Где сворот-то у нас с Балтии? Едем сейчас прямо, там по мостику надо будет переехать. Да, Балык-Тююль — это последний населенный пункт перед Катуйрыком. Здесь сейчас будет поворот направо по указателю на Балык-Чу. Озеро Телецкое, Балык-Чако. Остановились посмотреть еще раз базарыкские курганы. Вот эти кучи камней впереди когда-то были курганами, а теперь это просто кучи камней, которые давно уже раскопали. Ну, раньше это были какие-то захоронения местных жителей. На самом деле сейчас со всеми пояснительными табличками и экскурсоводами стало намного интереснее, чем пару лет назад. Поэтому не поленитесь прогуляться перед последним рывком до Катуйрыка.
Доехали мы до перевала Катуй-Рык. Все в порядке. С нами едет девушка Соня. Сейчас мы поинтересуемся, как она доехала. Она доехала с 3 детьми, одна в одну каску за рулем. Да. Соня, расскажи, как дорога? Все было отлично, дорога такая ухабистая довольно, ну мне понравилось, экстремальненько. Я полна впечатлений, пока положительных, дальше посмотрим. Ну, я надеюсь, они положительными останутся. Тут у нас осталось только спуск. Ну Да? он самый, по-моему, экстремальный, да? Будет? Да, ну он волнительный Я такой, видела когда только первый на раз. фотографиях, и на фотографиях он выглядит страшно. Ну, сегодня ты попробуешь это на собственной шкуре, как говорится. Испытаю, да. Ну что, как погуляли? Сашечка там сфотою красиво, он такой красивый. И нас вдвоем надо в желтеньком. Понравилось вам? Да, давайте, троих у нас троих красивее. Виды прекрасно, впечатлили нас. Не жалеете, что поехали, да? Поменяли планы? Вообще, я говорю, если бы не вы, то я бы здесь, конечно, сюда бы не приехала. Я и не знала, как ехать. Так что вот, спасибо. На Субарике, и я спускалась там, ну даже на Эльке он несется, потому что очень крутой спуск. И я вот раза 4 останавливаюсь, колодки стужу, потому что они прям горячие и воняют. А, запах, если появился, Да, то надо останавливать. Конечно. Ну, мне уже страшно, ну, я Поэтому- напрягали. Не боимся, ставим передачу L и потихонечку едем вниз. Угу. Не буксуем. Меня пугает. Не буксуем. Ладно, постараюсь. Ну что? Да, а впечатление? Как спуск? Я машину разбитую. Да, было страшно вот не разъезжаться со встречным транспортом, потому что приходилось прижиматься в правую сторону, и это было так, как-то волнительно. Что, не знаю, слетишь или там не влезешь, или мы не разъедемся, что делать тогда. Но так, конечно, это впечатляет дорога. Эй, Интересно. Нормально, машина не подвела? Да, Все? вот на пониженной передаче прям было хорошо. Ну, хорошо. Пойдемте кушать. Пойдем. 2 чая и вдруг есть компотик, если нет, то можно сок. посмотрите на меня. Смотрим на тебя. Рассказывай. Что ты хочешь сказать нашим подписчикам? База под Катуй-Рыком самая популярная и раскрученная. В последнее время остановиться на ней без предварительного бронирования практически нереально. Но повернув направо и проехав пару-тройку километров в сторону водопада Куркуре, есть база, про которую многие забывают, и там мы, вероятнее всего, найдем себе ночлег. И да, это оказалось самое недорогое жилье за всю поездку. Подходим к переправе на водопад Куркуре. Разместились мы
на базе, которая находится правее от базы Катуй-Рык. Как всегда, то есть если Катуй-Рык всегда забит до отказа, тем более в праздничные, выходные дни, то правая база нет-нет, да и найдется домик. А сейчас переправа. На переправе скопилась уже очередь. Все по-простому, никаких моторок, ничего. Сели, потянули и переплыли. Лодка сейчас до берега не доплывет, затонет, да? Вот так и мы поплывем. После него, да, мы... Уважаемые, сколько? 500 рублей, да, лодка? И получается, то есть у меня 2 лодки будет, мне нужно будет в одну посадить 3 детей меня, а во вторую 3 взрослых. Ну, относительно нормально будет, да? Все хорошо. И то есть туда-обратно, то есть 500 рублей это все, да? То есть обратно тоже перевезете уже. Лодки. 2 лодки. Да, 1000. Я 1000 сразу отдаю, да? Все, спасибо. Не утонем? Что-то гребет. Подтекает маленько, да? Так, детишечки, ну что, грузимся. Вова, Лена, Дима. Залазим и впереди вот на переднюю сидушечку садимся. Погнали? Погнали. Бувайте! Ихтиандры. Ну что, не страшно вам, детишечки? Приплыли уже, да. Сейчас по камешкам еще придется бежать. Оп, первый пошел, второй пошел, третий пошел. Все, спасибо. Скоро вернемся. Ну вот мы на другой стороне Челышмана. Ждем вторую часть нашей экспедиции. И выдвигаемся. Отсюда, кстати, с этой переправой идти почти на километр меньше. Поэтому добежим до водопада махом. Тяжело куда-то ходить, когда жена фотограф. Голова даже кружится, когда начинаешь смотреть вверх на эти скалы. Высота 400-500 метров. Охота за прострелами. Вот и прибыли мы к цели нашего путешествия. Самый лайтовый поход, потому что время позволяет. Сегодня никуда не торопимся. Шли в удовольствие. Дети дошли все сами. Shortfall, you are breaking down my wall. Now I'm a waterfall. As I recall, we were all in all and off and on a waterfall. Won't you stop, 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 seriously stop. Whoa. У водопада есть очень красивая вторая ступень, на которую и ушли наши фотографы. Тропа на нее начинается метров за 200 до водопада и плавно уходит в гору левее основной. Ходить с фотографами чревато еще тем, что они не мониторят время. В конечном итоге мы совершенно забыли про переправу и про то, что лодочники не работают там круглосуточно. Поэтому сейчас я ухожу в отрыв для того, чтобы, ну, по крайней мере, имею надежду, что нас все-таки дождутся. Вот эта оградка, от нее еще с километр. Потеряли нас дети. Вася, Володя где-то там, Вова вон по осыпи карабкается вниз уже. Главное успеть. Фух! Люди! Пришли к переправе.
Лодка у нас на той стороне. Последние группы уже вывезены. Переправщики пошли спать. Паромщики! Заберите людей! Орать тут бесполезно. Надо идти вдоль берега, туда, где есть люди, чтобы нас увидели. Возможно, удастся как-то вызвать товарищей с переправы. Фух. Кажись, нас услышали, товарищ вон поехал на велике по той стороне к переправе. Я думаю, будем спасены сейчас. Убежал аж до лагеря, нормально, все, вижу человек. Лодку уже расчехляет снова, вроде как собрался за нами ехать. Все на берегу. Двое отчаянных сыновей мамы Сони убежали вниз по берегу. По огромным валунам он возвращается тоже. Первая часть нашей группы уже на том берегу. Мы докричались. А сейчас и мы поплывем. Вот, товарищ уже за нами прет. Выгребает водичку. Еле докричались. Слышно было? Рассаживаемся. Согласно купленным билетам. Поехали. Что же, наша история закончилась благополучно. Вроде как осталось только переплыть на ту сторону, да? Не пришлось ночевать на том берегу или бегать вдоль речки. Ну вот, группа воссоединилась. День был длинным и насыщенным, поэтому сил на посиделке у костра под звездным небом ни у кого не осталось. Все, всем спать.